Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Впереди праздники, и несмотря ни на что, рукодельницы стараются скрасить жизнь, приготовить подарки. И я сегодня покажу вам, как можно несложно и быстро изготовить подарок близким женщинам. Я подобрала ткани, которые пригодятся в работе. В качестве основы подойдет любая ненужная ткань, у меня это хлопок. И размер этого квадрата 20 на 20. Этот размер я взяла с учетом того, что в дальнейшем после нашивания лоскутов и стежки я буду обрезать заготовку. Это техника Crazy Quilt. Я приложила центральный лоскутик, приложила не в середину, как видите. Вот. И вокруг этого лоскута будут нашиваться полоски. Лоскутики разного цвета и размера до тех пор, пока не заполнится вся площадь. Ну вот следующий, например, возьмем, допустим, вот этот. Или же вот этот. Нашиваем. Отворачиваем. Лишнее вот это все срезаем. У меня были в запасе ранее нашитые блоки. Вот они. Также вот нашитые на основе. Если у вас так же, как у меня, есть какие-то пробные лоскутные блоки, их можно с успехом использовать в нашем проекте. Дальше я взяла такого же размера 20 на 20 квадрат из ватина. Можно использовать синтепон. И такой же квадратик из ткани. Это будет подкладка. Сверху накладываю наш блок и скалываю. При такой небольшой площади, деталь здесь небольшая, достаточно будет 2 булавочек, только лишь для того, чтобы слои не сдвигались. И затем я простегаю этот бутерброд по линиям шва, то есть в раскол шва. Все 3 слоя. Показываю на другой заготовке. Вот так выглядит простеганный блок. Есть такая богатая изнанка. Я его уже обрезала. Вот по этой выкройке. Можете посмотреть размеры. Теперь эту заготовку надо окантовать. Для окантовки я вырезала косую бейку шириной 3,5 сантиметра. Пришивать бейку начну с нижнего края, наложив бейку лицом к лицу к заготовке. Вот таким образом. Как я пришиваю бейку, я уже показывала неоднократно. Ну и вот еще одна заготовка, уже окантованная, также простеганная. Мне она показалась скучноватой, и я ее немножко расшила бисером, опять же, не сильно нагружая. Здесь вот шов-козлик, и орнамент на ткани я тоже обошла синими нитками с стебельчатым швом. Также добавила шов-козлик на подкладке вот в этом уголочке, чтобы не серость проглядывала, а вот так оно интереснее. Ну, а дальше я складываю заготовку вот таким образом и соединю края вручную. Думаю, что на машинке это будет грубовато. Я пришила бейку, и вот эти уголочки я слегка подрежу, чтобы они не были такими остро торчащими. И сейчас отворачиваю бейку и с изнанки, подвернув вот таким образом, я пришью
опять же, потайными стежками. Так, и все же края я соединяю не через край, а вот таким образом. Ниже края, где-то миллиметр на 3. Вот таким образом. Один, второй. Захватывая то один, то другой край. Я надеюсь, это видно. Вот. Чтобы здесь у нас оставалось ровно, красиво. Ну вот, я прошла угол и таким образом продолжаю дальше. Вот, и получается красиво. И вот сшила я свои очечники. Кстати, их можно использовать и как футляр для телефона. Ему там будет очень уютно. И хочу показать вам несколько вариантов, как можно украсить эти очечники. Ну вот этот, например, я его уже расшила середину цветка бисером и немножко золотыми нитками. Мне показалось, надо добавить еще чего-то. У меня нашелся цветочек. Вот такой цветок в тон центрального лоскута. Когда я приложила, мне показалось, он здесь уместен. Он сюда вписывается. В центр цветка положила еще один маленький, и, скорее всего, я так и оставлю. Так, ну а этот футляр можно оставить и в таком виде. Он достаточно лаконичный. Я здесь немного нашила бисера. А можно добавить мелких цветочков. Вот таким образом. Ну, то есть праздник-то у нас весенний, женский, и хочется, чтобы в подарках присутствовали цветы. И показываю еще вариант. Здесь можно вот такие вот контрастные на синем. Тоже смотрится хорошо. А можно добавить еще вот такой цветок. Как вам кажется, это не будет лишним? Ну, а вот в этом варианте здесь немножко бисера. Вот этот треугольничек. И сюда тоже можно приколоть цветочек. Можно не обязательно пришивать, ну, то есть пришить, приколоть. И если хозяйке не понравится, его же можно убрать. И вот этот готовый футляр, мне тоже хочется сюда добавить цветы. И вот не знаю, надо или не надо. Не будет ли это перебором? Ну и вот, что у меня получилось. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением. Пока еще можно что-то исправить до того, как эти подарки будут вручены. Потому что, когда начинаешь заниматься украшательством, очень трудно остановиться, чтобы не переборщить. Я надеюсь на ваши отзывы. Ну, а если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь мнением в комментариях. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые работы. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.